Пастухи заметили на вершине высокой скалы белоснежную кобылу по кличке Белла. Она стояла у самого края обрыва и не двигалась. Сначала люди решили, что лошадь просто испугалась или потерялась. Но прошел день, затем второй, а Белла все так же оставалась на месте, не отходя ни на шаг. Она почти не ела и не пила. Иногда кобыла тихо ржала, глядя вниз в серую бездну под скалой. От этого звука у людей пробегал холод по коже. Никто не понимал, почему животное так себя ведет. За несколько дней до этого 68-летний владелец ранчо Сэмюэл отправился в горы на прогулку верхом. Он хорошо знал эти тропы и не раз проходил их даже в плохую погоду. Рядом, как всегда, была его любимая лошадь Белла, спокойная, умная и невероятно преданная. Но в тот день все произошло за секунды. Когда они проходили по узкой каменной тропе, часть скалы внезапно обрушилась вниз. Земля буквально ушла из-под ног. Белла успела отпрыгнуть назад, а Сэмюэл не удержался и сорвался вниз вместе с камнями. Падение остановил узкий выступ глубоко под скалой. Мужчина остался жив, но сильно ударился и оказался придавлен тяжелым валуном. Выбраться самостоятельно он не мог. Наверху Белла металась у края обрыва и громко ржала, но помочь хозяину была не в силах. Когда Сэмюэл не вернулся домой, семья сразу забила тревогу. На поиски отправились спасатели, добровольцы и местные жители. Люди прочесывали леса, ущелья и старые тропы, но никаких следов мужчины не находили. Многие замечали Беллу на вершине скалы. Некоторые пытались подойти к ней, увести или накормить, но лошадь не уходила. Она лишь смотрела вниз и тихо ржала. Спасатели решили, что животное просто ждет хозяина. На третий день поисков капитан спасательной группы просматривал кадры с дрона и вдруг заметил странную деталь. Белла все время смотрела в одну и ту же точку под скалой. Она не просто стояла на месте, она словно указывала людям направление. Тогда спасатели решили проверить обрыв. Вертолет поднялся над скалой, а один из спасателей начал спускаться вниз на тросе. Потоки воздуха были настолько сильными, что Беллу едва не сбило с ног, но даже тогда она не отошла от края. Позже спасатель рассказывал, что когда он коснулся земли рядом с кобылой, она дрожала от усталости, но все равно продолжала смотреть вниз. Спустившись еще ниже, мужчина наконец увидел Сэмюэла. Тот лежал на узком каменном выступе почти без сознания. Он был истощен, обезвожен и едва мог говорить. Все это время его удерживал от падения только большой камень, за который зацепилась одежда. Когда спасатели добрались до него, Сэмюэл с трудом прошептал: «Я слышал Беллу, все это время слышал ее голос сверху и понимал, что меня ищут». Мужчину осторожно подняли наверх и доставили в больницу. Врачи позже сказали, что еще одна ночь на скале могла стать для него последней. А Белла, которая почти 3 суток не отходила от края обрыва, наконец позволила людям увести себя. Она была обессилена, но, увидев хозяина живым, спокойно опустила голову ему на плечо. Даже суровые спасатели не смогли скрыть эмоций. Эта история быстро разлетелась по округе. Люди долго обсуждали поступок Беллы и задавались одним вопросом: сколько силы и преданности может быть в сердце животного? Ведь если бы лошадь ушла со скалы хотя бы на несколько часов, Сэмюэла, возможно, так никогда бы и не нашли. Белла стала для него единственной надеждой, живым маяком среди камней и тумана. Иногда животные понимают и чувствуют гораздо больше, чем люди способны объяснить словами.